Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю самый быстрый и необыкновенно вкусный рулет тирамису без выпечки. Получается он всегда, и его приготовление займет буквально несколько минут нашего времени. Итак, сначала я делаю пропитку для печенья савоярди. 3 столовые ложки быстрорастворимого кофе и 300 мл крутого кипятка. По желанию вы можете добавить туда пару столовых ложек сахара. Я этого не делаю, потому что печенье савоярди у меня здесь с сахарным покрытием. Также именно в пропитку я советую добавлять алкоголь, если вы хотите добавить настоящий алкоголь в этот десерт. То есть пару столовых ложек коньяка или рома. Это все на ваше усмотрение. Теперь готовлю быстрый крем. 250 грамм сыра маскарпоне, 400 мл сливок для взбивания жирностью не менее 32%, 8 грамм ванильного сахара, 75 грамм сахарной пудры. Взбиваю всю эту смесь до устойчивых пиков. В процессе взбивания я добавила туда еще 2 мл ромового ароматизатора. Это просто не вошло в кадр. Но аромат алкоголя обязательно должен присутствовать в этом десерте. Так как я делала безалкогольную версию, я добавляла ароматизатор рома. И в конце взбивания, когда крем уже взбит до устойчивых пиков, я добавила туда 2 столовые ложки остывшего уже кофе. Можно сварить кофе крепкий, либо же сделать крепкий, быстрорастворимый кофе и добавить 2 столовые ложки оттуда к крему. И крем готов. Крем не разжижится, но алкоголь все-таки я советую добавлять именно в пропитку. Сейчас весь слой крема я обильно посыпаю какао-порошком для выпечки. Здесь мне понадобилось 27 штук печенья савоярди, чтобы рулет был такого стандартного хорошего размера. Печенье савоярди для этого десерта нужно пропитывать очень хорошо и обильно. Не нужно бояться пропитывать это печенье, чтобы рулет потом был необыкновенно нежным. Как вы видите, очень удобно собирать этот рулет просто на листе бумаги для выпечки, просто на листе пергамента. Делаю такую конфетку, убираю сейчас все это в холодильник. Чем дольше он будет лежать в холодильнике, тем лучше он пропитается. Но хотя бы 2-3 часа ему нужно на пропитку. Я использовала для начинки здесь 2/3 крема и 1/3 я оставляла для украшения. Вот это очень важно. И вот эту 1/3 крема я также убирала в холодильник. Итак, у меня прошло уже сейчас около 3 часов. Десерт у меня очень хорошо пропитался в холодильнике. Я его достала из холодильника, он уже очень стабильный. Главное, обильно здесь пропитывать эти палочки савоярди, вот эти печенья. И все у всех получится. Подробнейший рецепт, как самим дома приготовить эти печенья савоярди, есть, конечно же, на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании к данному видео. Видите, как прекрасно рулет держит форму, несмотря на то, что мы делали это просто из печенья. Сейчас оставшимся кремом я покрываю весь верх рулета и сейчас украшу его. Немножко крем, конечно же, разжижится в холодильнике, но это не критично. То есть им можно будет также все украсить и покрыть сверху сам рулет. Сейчас вилкой делаю вот такие незатейливые борозды. Я использую здесь в качестве кондитерского мешка просто пакет для заморозки продуктов. Срезала у него сейчас уголок. Такие мешки для заморозки продуктов очень удобно использовать в качестве замены кондитерским мешкам, если у вас их нет в наличии. Просто делаю вот такой узор сверху, и все готово. Посыпаю сейчас какао-порошком для выпечки, и рулет мой уже готов. Он прекрасно держит форму, он прекрасно нарезается, очень красиво выглядит в разрезе и имеет вкус настоящего десерта тирамису. Без сырых яиц, без выпечки, все прекрасно получается. Как приготовить рулет тирамису с коржом из классического бисквита, есть подробнейшее видео на моем канале. Он тоже готовится несложно. Ссылочку я вам, конечно же, оставлю в описании. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.